Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать 8 главу книги пророка Даниила. Здесь объясняется козел, который показан, и первый ее рог. Он сломился, и вместо него вышло четыре царства восстанут от этой земли, от этого царства, но не с его силы. Это 4 рога, это диадохи, об этом я говорю в первой части этой главы. И один рог, это Антиох IV, так называемый Антиох Епифан, или как на иврите его называют Антиох Араша, то есть Антиох Нечестивый. И дальше идет речь о 2300 вечеров и утр, и конец царства их. Это интересные вот моменты, о них сегодня и поговорим. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Итак, идет речь об осквернении святилища, которое продлится 2300 вечеров и утр. Сочетание вечер и утро означает один день. Вы помните, был вечер и было утро, день один. Так написано в книге Бытие. И также была в Израиле приносима вечерняя жертва и утренняя жертва. То есть в один день приносилось две жертвы, и поэтому разделение на вечер и утро обозначает, что это идет речь о целом дне, о сутках. Не идет речь в данной ситуации о тысячах лет, как один день, как 1000 лет для Бога и 1000 лет, как один день. Идет речь о том, что Бог открывал Даниилу. То есть о конкретном времени, которое продлится осквернение святилища. Но в тот момент, когда это было Даниилу открыто, святилище было разрушено и не было еще отстроено. Это было время после разрушения первого храма, когда народ Израиля находился в вавилонском пленении. И Даниилу показано, когда будет построен второй храм, идет речь о периоде второго храма, и когда это будет осквернено вот тем нечестивым, о котором мы уже говорили при разборе 7 главы и 8 главе, первой части. Это Антиох Епифан. Итак, 2300 вечеров и утр, это примерно 6 с небольшим лет, можете это посчитать. Итак, в 170 году до Рождества Христова, до нашей эры, после очередной войны с царством Южным, царь Северный возвращался из Египта и вошел в прекрасную земель, это более подробно в 11 главе описывается, и осквернил храм, то есть было захвачены сокровища храма, вошли туда нечестивые, осквернили. Началось то нечестие, которое должно было продлиться 2300 вечеров и утр. В 168-м было запрещено иудеям вообще какие-то иудейские обряды совершать. Потом было это запрещено под страхом смертной казни. В 167 году примерно это вызвало восстание. И в 164 году, в конце года, Иерусалим был захвачен повстанцами, храм был очищен. И с этого момента появился праздник Ханука. Именно этот праздник упоминается в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, по-моему, когда был праздник иудейский, праздник обновления. Вот об этом именно празднике идет речь, когда был снова посвящен храм, посвящен Богу, очищен от скверны. Это произошло в 164 году до Рождества Христова. И это четко укладывается вот в эти 2300 вечеров и утр, о которых сказано Даниилу. Если же кто-то хочет посчитать это как день за год, то если подсчитать от 170 года, когда храм был осквернен изначально Антиохом и его воинами, если взять 2300 лет, если посчитаете, сколько это будет, добавить к 170 году, это примерно выпадает где-то на 130 год нашей эры, если я не ошибаюсь. То есть, если кто-то думает, что идет речь о конце света, это именно вот в таком понимании, то можете посчитать, когда это будет, как посчитали там представители одной небезызвестной конфессии, о том, что они взяли 2300 вечеров и утр, чему-то там прибавили, от чего-то отняли. В общем, получилась такая дата, по-моему, 1864 год, если не ошибаюсь, поправьте меня, если там не точно я сказал. В общем, что к этому времени святилище очистится. Что там очистилось? Какое святилище? Ну, они говорят, что это где-то на небесах там. В общем, точно я не буду далеко вдаваться. В общем, в 1864 году святилище вообще не существовало в каком-то виде, потому что Второй Иерусалимский храм к этому времени уже был давным-давно разрушен римлянами. Израиль был в изгнании, храма не существовало. Поэтому что у них там в 1864, по-моему, году очистилось,
так и непонятно. Они это как-то объясняют, как-то так вот что-то к чему-то притягивают, даже берут там людей, которые вроде бы как бы евреи, вроде как бы и есть там те, которые вроде как-то иврит изучали, что-то там мудрят, мудрят, такое мудрят, что вот просто за голову возьмешься. Но если мы посмотрим по библейскому описанию, то вот эти 6 с небольшим лет, это примерно от осквернения храма Антиохом в 170 году. Не идет речь об осквернении, когда был поставлен жертвенник. Это важно понимать. Это было дальше, это было уже когда были запрещены обряды иудейские, когда под страхом смертной казни было запрещено обрезание, когда в храме поставили жертвенник идолом. Это уже было позже. В 167, по-моему, году это было, это привело к восстанию, Маковейскому восстанию, которое привело к празднику Ханука, как мы уже сказали. Также написано, мы прочитали, что под конец царствования их, 23 стих, под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве. Но мы уже сказали, что идет речь о царь наглый, искусный в коварстве, это Антиох Эпифан, как прообраз Антихриста, когда отступники исполнят меру беззаконий, то есть отступники от Святого Завета, отступники от поклонения единому Богу, Богу Израиля. Это шла речь о евреях, которые отступили от единобожия и стали, подчиняясь эллинистическому влиянию, поклоняться идолам. Вот это были отступники, когда они исполнят меру беззаконий своих. Вот восстал князь наглый, искусный в коварстве, и привело это вот к таким событиям, которые закончились в 164 году до Рождества Христова. Итак, под конец царствования их. Идет речь о конце царствования династии Селевкидов, и частично перед этим еще было царство династии Птолемеев над Израилем. Несмотря на то, что династия Селевкидов после победы Маковеев над войсками Антиоха IV Епифана и захвата Иерусалима и очищения храма, несмотря на то, что династия Селевкидов еще продолжила свое царство достаточно долго, но в 142 году до Рождества Христова династия Селевкидов была вынуждена признать автономию иудейского царства, и фактически их власть уже к этому моменту закончилась над Израилем, потому что они уже не могли навязывать свою волю. А конкретно в 129 году до Рождества Христова Израильское царство получило полную независимость от династии греческих царей. Повторяюсь, скажу, идет речь о Антиохе IV Епифане. 2300 вечеров и утр – это момент со 170 года до 164 года, когда произошло очищение святилища, праздник обновления, упомянутый в Новом Завете также. Конец царства их, потому что царство над Израилем их действительно уже в это время подошло к концу. Буквально через короткое время, в 142 году, была признана автономия Иудейского царства, и уже в их жизни никто не мог вмешиваться, хотя и пытался. И в 129 году окончательно власть Селевкидов закончилась вообще хоть в каком-то виде над Израилем. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вы слышали, какие толкования есть. Если кто-то еще не успел подписаться на мой канал, то подписывайтесь. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. Мы еще будем разбирать книгу пророка Даниила и другие события. Поэтому всем благословений. До новых встреч.